звучит современный татарский рэп. Не ожидали? Исполнителя зовут Усал. С татарского переводится как «злой». И это не только про его внешний вид, сколько про тексты. Они на социальную и политическую темы, а по нынешним временам, согласитесь, смело. Может, поэтому Усал так востребован в Татарстане. На его концертах традиционно аншлаг. А еще публика в едином порыве скандирует «Азатлык». Это означает «свобода». Вообще для татар слово «азатлык» очень важное. Не только потому, что так названа главная площадь в Казани, но и потому, что оно напоминает о ярком политическом прошлом Татарстана и о борьбе республики за свою автономию. Говоря о татарах, важно упомянуть, что до 15 века они не имели никакого отношения к тогда еще российскому царству. Но на протяжении многих веков этот народ образовывал самостоятельные и довольно сильные государства. Все изменилось в 1552 году, когда после нескольких неудачных попыток Иван Грозный с боем взял Казань. Кстати, в городе стоит памятник павшим русским воинам, а татарам, погибшим, защищая родную землю от захвата, никакого памятника не установили. Почему-то ни одна местная власть на это так и не решилась. Кстати, а вы не задумывались, как все же правильно говорить? Татарские земли были присоединены, аннексированы, оккупированы, а может быть и вовсе колонизированы? Этот вопрос я задал самому известному в русскоязычном ютубе учителю истории Тамаре Идельман. Действительно, слово уместно, что это была колонизация? Ну, понимаете, конечно, была. Очень характерно, что в советское время очень не приветствовали употребление этого слова даже в самых безопасных контекстах. Там колонизация новгородцами севера. Имеется в виду просто освоение. Ну, как-то вот это что-то у нас неприятно. Лучше давайте скажем, это освоение. Но колонизация, да, но при этом все-таки надо понимать, что естественно, что вот эти республики Советского Союза это были колонии российские. Но в то же время там происходили какие-то процессы, которые у нас не связываются с колонизацией. Там происходило общение на человеческом уровне, скажем, куда более сильное, чем, условно говоря, у англичан в Индии. Там происходило смешение культур, взаимообогащение культур. То есть у этого процесса с огромным количеством отрицательных, естественно, черт были и свои положительные. Вообще, потеря Казанским ханством независимости после взятия Москвой Казани – одна из самых черных страниц в истории татарского народа. Не сильно преувеличу, если скажу, что с тех пор, то есть примерно с 1552 года, татар не оставляла идеи вернуть себе свободу. Слово «азатлык» помните? Так, в общем, только в конце 80-х годов 20 века Татарстан приблизился к этому вплотную. В 1988 году в Казани образовалось очень яркое общественное движение – Татарский общественный центр, или ТОЦ, также известный как Всетатарский общественный центр или ВТОЦ. В общем, это была националистическая организация. Состояла она преимущественно из прогрессивной татарской молодежи, а вся идеология этого движения строилась на одной мысли – Татарстан должен обрести свободу, азатлык и независимость, конечно. Это на самом деле было стремление обрести внутри Советского Союза статус союзной республики. Дамир Исхаков был одним из участников и идеологов движения. На его глазах тот стал ведущей общественной силой Татарстана. Я помню, вот на площади Свободы здесь по 50 тысяч человек собирались, поддерживая изменение статуса Татарстана. Это конец 80-х, начало 90-х годов. И в это время ключевую роль сыграло национальное самосознание. То есть татары обладают достаточно развитым национальным самосознанием, и они поэтому не хотели быть народом низшим, чем народы союзных республик. По культурному потенциалу татары никому не уступали, в принципе, из союзных республик. По экономическому потенциалу Татарстан обладал тоже крупными преимуществами. Мы вот в конце 80-х подсчитали, что Татарстан производил уже тогда больше продукции, чем 3 прибалтийских республики вместе взятых. Поэтому мы тогда считали, что мы можем претендовать на статус союзной республики. И вот это национальное движение, которое было выстроено вокруг этого, оно как раз было нацелено на изменение статуса Татарстана. И, конечно, я как участник этих процессов могу сказать, что тогда нам удалось достаточно грамотно, без лишнего экстремизма, довести ситуацию до
политических решений. Какой она долю власти себе возьмет, такую мы будем приветствовать. 21 марта 1992 года в республике проходит референдум о признании Татарстана суверенным государством. 22 мая этот статус, хоть и при сильном сопротивлении Кремля, признается Верховным Советом СССР. А 30 ноября этого же года принимается первая Конституция Республики. Если интересно, то вот тут можно внимательнее с ней ознакомиться. В ней было почти все, о чем татары могли только мечтать несколько столетий. Но главное, Татарстан стал демократическим правовым государством. Его жители считаются одновременно гражданами Российской Федерации, а также Республики Татарстан. А татарский и русский языки равноправными. Спустя еще 2 года, то есть в 1994 году, между Российской Федерацией и Республикой Татарстан подписывается поистине фееричный документ – договор о разграничении полномочий. В 2000 году в России меняется власть. Новый президент теперь формирует вертикаль. Национальные республики начинают одна за другой терять договоры с Москвой о разграничении полномочий, срок действия которых как раз истекал. А вместе с ними и свои суверенитеты. Многочисленным поправкам подвергаются и республиканские конституции. Основной документ Татарстана, например, менялся около 10 раз, и с каждой новой редакцией республика теряла все больше полномочий и суверенности. Но это было еще не все. Русский язык для нас язык государственный, язык межнационального общения. И его ничем заменить нельзя. Его знать должен каждый. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право. Право добровольное. Это звучит как бы очень демократично тоже. Добровольно, пусть. Опять же, я думаю, что если 2 родителя в классе написали, для них просто не найдут учителя. И скажут, это невозможно, и все. И я знаю замечательного учителя казанского Павла Шмакова, который, хотя, да, сам он русский и был директором русскоязычной школы, но как он боролся за то, чтобы был татарский язык. Тема сохранения татарской идентичности и государственности стала для татар большой проблемой. Еще многие помнят, как на площади Свободы в Казани десятки тысяч человек выходили с требованием независимости республики. А сейчас эти же люди видят, что все, ради чего боролись политики и активисты в начале 90-х, исчезает. Судите сами. У Татарстана больше нет договора о разграничении полномочий с Москвой. У Татарстана больше нет конституционного суда. И своего президента тоже нет. Рустам Минниханов до последнего пытался сохранить свой статус. Но в 2022 году снова принят федеральный закон, по которому он должен называть себя только главой. Точнее, официально он будет называться глава Раис Республики Татарстан. Кстати, Раис с арабского переводится как председатель, глава и президент. Впрочем, как бы ни переводилось это слово, последний бастион государственности, за который так держался Татарстан, пал. Как теперь татары будут бороться за суверенитет? И будут ли? И неужели только в музыке и культуре современные татары смогут свободно выражать свою национальную принадлежность? Если честно, у меня нет ответов на эти вопросы. Но мне очень интересно, что вы об этом думаете. Если смотрите нас в YouTube и социальных сетях, пишите свои соображения в комментариях под выпуском и, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на нас, потому что проект «Анализируй этно» продолжается.